Привет, Арми. Представь себе. Простая белая комната для репетиций. Обычные светодиодные лампы. Акустическая система в углу. Никаких костюмов, зрителей, профессиональных камер, по крайней мере, специально настроенных для съемки. Кажется, что для BTS это обычный день, но Арми знает одно. Нет нормальных моментов, когда рядом Тэхён. Первые секунды видео начинаются без всякого предупреждения. Только звуки шагов, шуток и усталое дыхание после репетиции. Но посреди комнаты что-то необычное, тромбон лежит. И каким-то образом кажется, что все маленькие судьбы мира сговорились, чтобы он оказался в руках нужного человека. Или, возможно, не того, но в этом и заключается суть магии Тэхёна. Тэхён на мгновение замирает, глядя на тромбон. Не как любопытный, а как артист, внезапно открывший для себя новый инструмент для самовыражения. Без колебаний, без сценария, без задней мысли он берет его в руки так небрежно, словно инструмент был частью его жизни уже давно. И комната мгновенно преобразилась. На секунду-другую воцарилась тишина, странная тишина, ведь все знали, что под «новой игрушкой» Тэхён может подразумевать что угодно. А потом случилось это спонтанное чудо. Тэхён подул на тромбон. И не просто случайный звук. Не просто причудливый звук. Из него получился импровизированный фрагмент «Stay», песни из альбома «Wings», которая связывает воедино историю BTS и их молодость. Его голос был низким, плавным, эмоциональным, фирменная вибрато Тэхёна, но на этот раз с помощью духового инструмента, а не голосовых связок. В этот момент репетиционная комната превратилась в небольшую сцену. Неподготовленный, непрошенный, незапланированный, но настоящий. И вот тут Чингук ответил быстрее всех. Не просто слушал. Не просто улыбался. Мило. Нет. Чингук инстинктивно подошел ближе. Он взял телефон, словно маленький микрофон, не для того, чтобы петь, не для того, чтобы пошутить, а чтобы уловить голос Тэхёна. Как будто его тело говорило без слов. Я хочу сохранить этот момент. Я хочу убедиться, что этот голос будет услышан. Я хочу быть рядом с ним, когда он сияет, даже когда он не пытается. И вот эту часть Арми почувствовала. Потому что камера случайно поймала взгляд Тэхёна, когда Чингук приблизился. Это был необычный взгляд. В нем было чувство комфорта. Защищенности. Как будто Чингук был первым, к кому он обращался, когда в его жизни случалось что-то неожиданное, даже когда он держал тромбон в руках в суматошной репетиционной. Прежде чем кто-либо из них успел подумать, появился Джин. Внезапно он взмахнул настоящим микрофоном, и без предупреждения активировался профессиональный режим. Чингук рассмеялся, Тэхён продолжил играть, и сочетание шуток и музыкальности превратилось в спонтанную симфонию. Тем временем Шуга бросил баскетбольный мяч в кольцо, словно это был финал НБА. Джей Хоуп лежал и смеялся так сильно, что его тело согнулось. Чимин побежал за мячом, который отскочил неизвестно куда. RM смотрел безучастно, словно думая, тромбон? Серьезно? Репетиционная была в полном беспорядке. Но полна жизни. Полна тепла. Полна настоящих BTS, тех, кого фанаты редко видят. И посреди этого прекрасного хаоса были Тэхён и Чингук. Они смотрели друг на друга, без слов соприкасаясь энергией друг друга. Казалось, внешний мир исчез, по крайней мере, пока смех Джей Хоупа не нарушил сосредоточенность Тэхёна. Тэхён рассмеялся, Чингук тоже рассмеялся, и эти двое оставались близки, слишком близки, чтобы быть случайностью. Не было никакой хореографии. Не было никакого запланированного фан-сервиса. Не было никакого намерения сделать их романтическими. Но таким отношениям не нужен сценарий. Тэхён продолжал играть длинные, характерные ноты, не идеальные, но именно в этом и заключалось его очарование.
Он не пытался быть разносторонним музыкантом, он просто был собой. А Чингук? Мы все знаем, каким он видит Тэхёна, когда Тэхён играет Тэхёна не суперзвездой, не айдолом, не мировой моделью. Просто молодой человек, который находит радость в простоте, спонтанности и честности. Некоторые влюбляются в красоту. Некоторые влюбляются в совершенство. Но есть и те, кто влюбляется в подлинность. И этот момент с тромбоном больше похож на последнее. Камера улавливает мелочи, которые могут понять только Арми. Как Чингук слегка наклоняется к Тэхёну. Как Тэхён улыбается шире, когда Чингук смеется. Как они подстраиваются под ритм, не говоря ни слова. Как их взгляды встречаются, а затем быстро отводятся, слишком быстро, чтобы не заметить. Арми называют это невысказанной связью. Связью, которая не объявляется, но всегда видна. А затем видео заканчивается именно так, всего на 28 секунде. Но, как ни странно, это ощущается как микрокосм всего пути BTS. Музыка, смех, хаос, близость, безопасность. И любовь в ее самой естественной форме, любовь к музыке, к жизни, друг к другу. Некоторые посмотрели видео и сказали: «Так мило, так хаотично». Но Арми, который обращает внимание на детали, знает. В тот момент дело было не в тромбоне. В тот момент дело было не в музыке. В тот момент дело было в присутствии. В том, как Тэхён сияет, и Чингук всегда находит способ быть рядом с ним, когда это происходит. И, как всегда, они этого не искали. Они это не планировали. Они просто были собой. И каким-то образом мир снова влюбился. В жизни артиста наступает момент, когда мир перестает видеть в нем просто айдолов и начинает видеть в нем иконы. Для Тэхёна этот момент начался с названия Paradise City. Гранд, интегрированный, роскошный курорт, созданный не просто как место для проживания, а как жизненный опыт. Искусство, архитектура, роскошь, развлечения, эстетика – все это сошлось в одном месте. И все знают. Если бы роскошь была языком, Тэхён свободно говорил бы на нем с рождения. Когда вышел видеоролик с презентацией, интернет не просто жужжал. Он взорвался. Тэхён шагал по беломраморному коридору, словно комната была построена специально для него. Он смотрел в камеру не взглядом айдола, выступающего перед фанатами, а взглядом, присущим только моделям с подиума, актерам фильмов нуар и тем, кто дружелюбно относится к камере. Его аура была не просто высокой модой. Его аура была элегантностью, не пытающейся казаться элегантной. И это высший уровень эстетики. Но мир был одержим не только его внешностью. Не его черными костюмами. Не его сияющей кожей и темными волосами, обрамляющими лицо. Именно его самообладание пленяло людей. Тихое достоинство. Легкая улыбка, которая появлялась только тогда, когда он сам этого хотел, а не когда камера просила. Роскошь – это не взгляд. Роскошь – это энергия. И у Тэхёна она была. Затем Арми пошутил. Paradise City стоит сменить название на Taeyong City. И, честно говоря, ничто из этого не звучало как преувеличение. Потому что на экране Тэхён не выглядит как амбассадор бренда. Он выглядит как владелец этого места. Однако для настоящих Арми, для тех, кто следил за развитием Тэхёна от невинного подростка из Тэгу до мировой иконы, красота момента в Paradise City заключалась не только в его карьере. Что его зацепило, так это реакция Чингука. Когда видео вышло, был показан отрывок из прямой трансляции, где Чингук читал комментарии фанатов о Taeyong X Paradise City. Он был немногословен. Он просто улыбнулся, улыбкой, которую Арми хорошо знает. Гордая улыбка. Улыбка, которая появляется, когда он сдерживает слова. Он такой классный. Не преувеличенный. Не наигранно. А настоящий.
И Арми знает, за миром камер скрывается дружба, или, может быть, нечто большее, построенное не на сцене, а со временем. Чингук всегда был свидетелем взросления Тэхёна.